Привет, это Олег, а это моя жена Таня и наш сын Эван. Ах да, он у нас аргентинец. Как мы здесь оказались, почему Аргентина, об этом и многом другом мы расскажем в нашем блоге. Садись поудобнее и не суди строго. Мы начинаем. Нашу рубрику «Буэнос-Айрес. Инструкция по применению» мы решили начать с выпуска о родах. Еще когда были в Москве, это была вторая, наверное, по важности тема, которая беспокоила нас перед переездом. Все же роды в чужой стране, они, несомненно, добавляют колоссальную тревожность, требуют большую подготовку, а вот с последним, надеюсь, вам помогут наши выпуски. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь, жмите на колокольчик и ставьте лайки. Готовясь к родам в Аргентине, я подписалась на кучу чатов, перерыла огромное количество источников для того, чтобы собрать необходимую информацию. Вести беременность вы можете в одном госпитале, рожать уже в другом. Это относится также и к типу госпиталя, то есть вы можете вести беременность в бесплатном, а рожать в платном. Или же наоборот, видеть беременность в платном госпитале, а рожаете в бесплатном. Хруст, вы слышно, уйди отсюда. Уйди. Следующий пункт. Оплата контракта осуществляется в песо. Даже если вам называют стоимость в долларах, как правило, оплачиваете вы в день родов по текущему курсу в песо. Бывают кейсы, когда контракт заключается заранее, на 36-й неделе, на 38-й неделе. Но все же чаще заключение контракта в день родов. Если стоимость естественных родов отличается от стоимости родов путем кесарево сечения, контракт заключается на большую сумму. Если же роды прошли естественным путем, то вам возвращают при выписке разницу. В платных госпиталях вы можете рожать либо с дежурной бригадой, или же со своим врачом. Тут вы можете самостоятельно выбрать врача и далее уже у него уточнить, в каких же клиниках он принимает. Или же, когда вы запрашиваете прайс-лист у госпиталя, вам также они могут прислать список врачей, которые принимают роды в их клинике. И последний пункт, И последнее, на что рекомендовала бы обратить внимание, это на наличие при госпитале регистра СИВИЛ. Это то место, куда вы внесете документы для того, чтобы получить свидетельство о рождении вашего ребенка. Тут стоит учесть следующий момент. Если вы не являетесь носителем испанского языка, вам необходимо с собой взять на подачу документов официального переводчика. Список этих переводчиков он представлен на сайте коллегии переводчиков. Ссылку на данный ресурс я оставлю в описании, где вы можете ознакомиться и, написав им в WhatsApp, узнать стоимость их услуг. И такой небольшой лайфхак, как сэкономить на услугах официального переводчика. Так как у русскоязычных переводчиков достаточно высокая загрузка, если вы знаете базовый английский, вы можете выбрать на сайте англо-испанского переводчика. Вы тем самым сэкономите деньги и, как правило, у них меньшая загрузка. Как вы, наверное, уже знаете, в Аргентине высокий уровень медицины. И при этом он хорош как в платных госпиталях, так и в бесплатных. И, наверное, у каждого из вас возникает один и тот же вопрос, а так в чем же разница между родами в платных клиниках и бесплатных? Я решила остановиться на 4 основных моментах, опять-таки, на мой взгляд. Первое – это возможность поставить эпидуральную анестезию. В бесплатных клиниках такая возможность отсутствует. Как пишут в разных источниках, это связано с тем, что нет достаточного количества анестезиологов. Следующий пункт, возможно, он для кого-то может стать и решающим, это возможность выбрать роды путем кесарево сечения без показаний. Далее, наверное, самое очевидное – это комфорт, который вы получаете. В платных клиниках, как правило, палаты выглядят как номера в отелях. Далее, возможность. Следующий пункт – возможность присутствия вашего мужа как на родах, так и после них. После родов в бесплатных клиниках возможно присутствие мужа только в часы приема. Там, как правило, 2 часа дается на это. Ну и на родах
по крайней мере, я слышала про роды путем кесарево сечения. В операционной возможно было находиться либо вашему переводчику, или же вашему мужу. В платных же клиниках он может находиться с вами 24 часа. Список платных и бесплатных госпиталей мы добавили в наш телеграм-канал. Ссылку я укажу в описании, подписывайтесь. Там вы найдете много полезной информации, которая вам поможет перед переездом в Аргентину. Когда готовили этот выпуск, мы проанализировали отзывы девушек, которые уже рожали в Буэнос-Айресе. И на основании их отзывов выбрали 3 наиболее популярных госпиталя. Выбранные госпитали мы будем оценивать по следующим критериям. Это стоимость естественных родов и стоимость кесарево сечения, а также наличие депозита и наличие и стоимость неонатологии. Девушки, родившие здесь, среди плюсов отмечают хорошее отельное питание, возможность посещения мужем, хорошие специалисты по грудному вскармливанию и владение английским языком многих сотрудников. Минусом же относят отсутствие золотого часа, высокий поток рожениц и высокую стоимость неонатологии. Депозит в данном госпитале не предусмотрен. Плюсом данного госпиталя относят то, что в стоимость контракта уже входит 1 день пребывания в неонатологии, 4 приема у врача до и 2 после родов, также УЗИ, анализы и эпидуральная анестезия. К минусам же относят неорганизованность администрации и скудное питание, но тут есть столовая, где можно приобрести еду. Депозита в данном госпитале нет. У данного госпиталя хорошие отзывы, есть русскоязычный администратор, входит в стоимость эпидуральной анестезии и 3 дня пребывания в неонатологии. К минусам же относят отсутствие регистра СЭВИЛ и наличие депозита, он составляет $2300. Среди минусов часто звучал такой пункт, как высокая стоимость неонатологии. Хочу немножко развеять данный страх, так как был уже не один кейс, когда детей перевозили из платного госпиталя в бесплатный, где, как вы уже знаете, достаточно тоже хороший высокий уровень медицины. Ну а окончательное решение вы сможете принять, сходив в госпиталь на экскурсию. Вы можете записаться как по электронной почте, также прийти непосредственно в госпиталь и сделать это уже на ресепшене. Если же этот выпуск оказался для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, нам будет приятно это видеть, и также это будет мотивировать нас создавать еще больше нового полезного контента. Пока-пока! Пока-пока. Пойдемте, все проверим.